Фрэнсис Бэкон. Английский философ, историк, политик, основоположник эмпиризма и английского материализма. Деньги как навоз. Если их не разбрасывать, от них будет мало толку. В истинной красоте всегда есть изъян. Мысли, подобно людям, имеют свою юность. Есть книги, которые надо только отведать. Есть такие, которые лучше всего проглотить, и лишь немногие стоит разжевать и переварить. Надежда – хороший завтрак, но плохой ужин. Супружеская любовь размножает человеческий род, дружеская совершенствует его, а безнравственное развращает и унижает. Люди боятся смерти по той же причине, по которой дети боятся темноты. Потому что они не знают, в чем тут дело. После порока осуждать всех, самый несносный, хвалить самого себя. Наслаждаться счастьем – величайшее благо. Обладать возможностью давать его другим – еще большее. Осторожность в словах выше красноречия. Манеры выказывают нравы, подобно тому, как платье обнаруживает талию. Чтение – это беседа с мудрецом, действие – встреча с глупцами. Нет большего вреда для державы, чем принимать хитрость за мудрость. Милосердие не бывает чрезмерным. Больше всего мы льстим сами себе. Строгость рождает страх, но грубость рождает ненависть. Истина есть дочь времени, а не авторитета. Откровенность есть нечто иное, как душевное бессилие. Пока философы спорят, что является главным, добродетель или наслаждение, ищи средства обладать и тем, и другим. Солнце одинаково проникает во дворцы и в сточные канавы, однако последние нисколько не оскверняют его. Тот, кто лишен искренних друзей, поистине одинок. Поверхностность философии склоняет человеческий ум к атеизму, глубина – к религии. Мысли философа, как звезды, они не дают света, потому что слишком возвышенны. Себелюбивая мудрость гнусна во всех своих видах. Это мудрость крыс, покидающих дом, которому суждено завалиться. Мудрость лисы, выгоняющей барсука из вырытой им норы. Мудрость крокодила, проливающего слезы перед тем, как пожрать свою жертву.
В театре жизни только Богу и ангелам позволено быть зрителями. Люди, у которых весьма много недостатков, прежде всего замечают их в других. Как только вас посещают мысли, записывайте. Непрошенные мысли, как правило, оказываются самыми ценными. Книги «Корабли мысли», странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Чем выше залезает человек, тем он больше демонстрирует свою задницу. Умеющий молчать слышит много признаний, ибо кто же откроется болтуну и сплетнику? Для молодых людей жены – любовницы, для людей средних лет – спутницы жизни, для стариков – сиделки. Многие, думая, что они могут все купить за свои богатства, сами прежде всего продали себя. Хромой, идущий по верному пути, обгонит сбившегося с дороги скорохода. Счастье продает нетерпеливым людям великое множество таких вещей, которые даром отдает терпеливым. Тщеславные люди вызывают презрение мудрых, восторг у глупцов, являются идолами для паразитов и рабами собственных страстей. Атеизм – это тонкий лед, по которому один человек пройдет, а целый народ рухнет в бездну. Обнажать душу так же неприлично, как обнажать тело. Законы подобны паутине. Мелкие насекомые в ней запутываются, а большие никогда. Поджечь дом, чтобы поджарить себе яичницу, в характере эгоиста. Причина заблуждений коренится не только в наших ощущениях, но и в самой природе человеческого разума, который все представляет по своему собственному масштабу, а не по масштабу Вселенной, и таким образом уподобляется зеркалу с неровной поверхностью, которая, отражая лучи предметов, еще и примешивает к ним свою собственную природу. Геройство – понятие искусственное, ведь смелость относительна. Умение легко перейти от шутки к серьезному и от серьезного к шутке требует большего таланта, чем обыкновенно думают. Нередко шутка служит проводником такой истины, которая не достигла бы цели без ее помощи. Сдержанность и уместность в разговорах стоит больше красноречия. Красота, как драгоценный камень. Чем она проще, тем драгоценнее. Люди испорченные и нечестные убеждены в том, что честность и порядочность существуют только из-за какой-то неопытности и наивности людей, и лишь потому,
что те верят разным проповедникам и учителям. Чтение делает человека знающим, беседа находчивым, а привычка записывать точным. Человека лучше всего узнать в 3 ситуациях. В уединении, так как здесь он снимает с себя все показное. В порыве страсти, ибо тогда забывает он все свои правила. И в новых обстоятельствах, так как здесь его покидает сила привычки. Фрэнсис Бэкон. Цитаты и афоризмы. Не забудьте поставить лайк и подпишитесь на наш канал.